Почтеннейшие участники форума нашего, уважаемый Александр Сергеевич, я от имени мусульман Республики Беларусь и себя лично с искренним удовольствием всех вас приветствую. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мира вам всем, милости Всевышнего Аллаха и Его благословения во всех наших добрых деяниях. Я считаю, и как слышу, все участники нашего сегодняшнего форума оценивают наше сегодняшнее онлайн-заседание, такую важную конференцию по очень актуальнейшей теме, очень полезной, очень необходимой. Вы знаете, да, действительно, как вы меня представили, Александр Сергеевич, всем участникам, я ровесник Объединенной нашей Республики Беларусь осенью 1939 года. Следом вот сейчас у нас будет проходить в Республике Беларусь очень важные мероприятия, такие как 85 лет объединения Республики Беларусь, 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и 79-летие победы советского народа над фашистской нечистью. Вы знаете, я просто так как-то легко не могу говорить. В эти дни, весенние дни, дни весны, труда, воспоминания омрачают нашу память. 3 года, 1 месяц и 6 дней шла война на территории Беларуси. Детская моя память сохранила ужасные картины войны. Бомбежки, дневные, ночные, пожары, убиение, захоронение солдатиков. 9 мая возвращение в 1945 году из фронта наших односельчан и калеками. Кто без руки, кто без ноги, кто без обеих ног. Мало кто вернулся здоровым. Здоровым физически, но душевно надорванным. Это последствия ужасов братоубийственной войны. А теперь давайте вот пару статистических данных вам доведу. Если в нашей Республике Беларусь до начала Великой Отечественной войны проживало 9 миллионов 183 тысячи человек, то после войны погиб каждый третий. 3 миллиона осталось, 3 миллиона 74 тысячи человек погибли. Из них 24 тысячи детей. Представьте, фашистские изверги организовывали лагеря смерти на территории Беларуси. Часть населения и детей в том числе вывозили в Германию на принудительные работы в адских условиях, потому что они все делали на победу свою кровавую. Сожжены 9200 сел. Из них 5295 сел и деревень вместе с их жителями в сараях, в больших домах. Вот как действовали фашисты. Вот что
принесла война. Поэтому она Великая Отечественная. Поэтому, невзирая ни на что, неимоверных усилиях людских, страна стала партизанской, страна стала великим патриотом, защищая свой народ, свою землю. И в этом наши мусульмане, татары, и кроме татар, других национальностей мусульманских, были плечом к плечу с белорусами, с белорусским народом. Это и гордость, это и почет. Вот почему мы мобилизованы не только религиозным объединением, не только отделением Фонда мира, но и Международной общественной палатой и другими общественными организациями для увековечения памяти, для того, чтобы каждый из наших деток осмыслил эти события и сделал свои выводы. Вот где с детства воспитывается любовь к Отечеству, любовь к Родине. То, что проходит стержнем и через священное писание мировых религий. В Священном Коране сказано: защита Отечества – это часть твоей веры. Только закончился священный месяц Рамадан и Великий пост у христиан. А это что? Это время общих молитв, массовых, индивидуальных. Это время добрых дел. Это время помощи людям. Это очищение от греховности каждого сознательного верующего. И вы знаете, на фоне всего этого я вижу, что вера сближает всех людей. Взаимопонимание и взаимодействие. А на сегодняшний день нам тоже время выделило проверку нас, живущих, нас, современников. Появились так называемые многочисленные вызовы. Ну, перечислять, по-моему, каждый из нас уже это ощутил до такой степени, что и нет необходимости. Вызовы угрозами военными, военными испытаниями, региональными войнами и санкциями. Если нет войны, так санкция. Санкция экономическая, политическая, социальная и так далее, и так далее. Ограждение нас, граждан страны, от мира Запада. А что, разве Беларусь когда-нибудь в своей истории нападала на земли Запада? Нет. Если оглянуться вкратце в историю, я довожу до вас, что мусульмане на белорусских землях появились 627 лет назад. И тогда они попали в горнило тоже такого величайшего испытания. Вместе с народами восточных славян отбивали атаки, постоянные набеги крестоносцев из Запада. И в 1410 году, в июле месяце, объединенными
нашими силами сумели разгромить эту сволочную силу, извините за грубое выражение. Видимо, наши тогда предки до конца еще их не уничтожили, потому что после этого последовали остальные, во времена остальные набеги, разорения, войны, в том числе и Великая Отечественная война 1941-1945 году. Дорогие мои, кто может противостоять сегодня тем агрессивным политикам, тем так называемым бизнесменам, горстка которых более 90% материальных финансовых средств владеет в мире? Только религиозные служители, только общественность. Да, можно вложить свой вклад в остановку вот этой реакционной страшной деятельности этих людей. Но требуется объединение. Мы пока разобщены. Я искренне благодарю и руководство Международной общественной палаты, которое на сегодняшний день бьется над тем, чтобы объединить все миролюбивые силы в единый кулак, организовать их для того, чтобы потребовать от агрессивных правителей, от сил зла через все направления, через общественные организации, в том числе и через религиозных служителей, потому что мы владеем самым массовым институтом воздействия воспитательного на души верующего. И верующий любой религии, он должен стать положительным примером для всех остальных. И в этом, конечно же, величайшая заслуга, в первую очередь, активность в деятельности мировых религий. Человек не способен к нормальной жизни без религии. Это, мне кажется, всем известно. Религия и есть та среда, где человек обретает возможность проявить на деле свою духовность, свою веру. Следовательно, религии предназначена роль такого фундамента для проявления человеком важнейших традиционных, культурных и общественных ценностей. И никто не может опровергнуть влияние религии на проявление человеческой цивилизации, которые, в свою очередь, определяют качество человеческой жизни. Любая цивилизация может назваться таковой только тогда, когда она не нарушает нравственного закона в человеке. Не случайно Всевышний Господь во все времена посылал большой многотысячный отряд своих посланников для того, чтобы они сеяли мир, взаимопонимание и братство среди творений Аллаха. Последний пророк Мухаммад, мир ему, был послан с прямым указанием Всевышнего повышать своей деятельностью
нравственность человечества. Вот почему мы должны эти каноны религиозные, используя все методы, используя все средства медийные, через проповедь, через выступление, через обращение доводить до живущих наших современников. Многовековой опыт народов Белоруссии на практике показал и доказывает правильность и неоспоримую эффективность модели сосуществования людей, которая основана на неприходящих божественных законах и ценностях мировых традиционных конфессий. Я уже вкратце говорил, на поле Грюнвальда, 1410 год. Вот где братство проверено было жизнью, полито кровью, а затем потом полита земля, восстанавливая все разрушенное, все уничтоженное. Дорогие братья, я выслушал выступление всех участников до меня. Искренне благодарен, потому что столько душевности, столько идей положительных, замечательных для того, чтобы поправить жизнь людей, остановить кровопролитие, защитить в первую очередь жизни людские в регионах. Это и Ближний Восток. Я разделяю выступающих, которые с болью в душе говорили в защиту населения Газы, Палестины, за признание государства палестинского, за наведение там миропорядка. И в других регионах не могу спокойно говорить и о Ливии. Я участник многих встреч с ливийским руководством, бывая в Ливии, знаком был с жизнью простых людей. И как жалко смотреть на сегодняшний день. Вот как с грязью душевной, духовной вмешались такие горе-правители Запада, разрушили все. Народ сейчас в бедственном положении находится, как и в других регионах. И Сирия, да и Ливан, да и другие регионы. В силу проживания моего за этот срок и как свидетель этих самых страшных картин войны, я всеми клеточками своего организма ненавижу фашизм. Фашизм в любом проявлении. И где только на сегодня он возрождается, мы, не только я, мы все должны противостоять этому антибожественному проявлению, потому что Всевышний Аллах создал свои творения всех равными, а приближенный к нему только самый богобоязненный. Дорогие братья, я прошу внести в резолюцию нашего международного форума ряд таких предложений. Хочу подтвердить, что вера и религиозные заповеди должны стать основой взаимопонимания, компромиссов для остановки войны, бед и разрушений. Именно религии на заповедях
религиозных, которые веками строились цивилизации, должны спасти эти цивилизации и сегодня. Я предлагаю также внести в резолюцию, что религиозные святыни, храмы остаются общемировым достоянием и духовным наследием каждого народа, который создавал их. Каждая из них должна быть обеспечена международной охраной. Для этого я прошу межрелигиозный форум «Наше духовенство и общественность за справедливый мир и защиту верующих» должен стать постоянно действующей диалоговой площадкой. У нас, может, похвалюсь, доведя до всех, что площадка с Международной общественной палатой на базе Минской соборной мечети Центра ислама на Белоруссии создана. Здесь проходят частые встречи у нас с представителями мировых конфессий, с молодежью из конфессий, представляющей, с общественностью, с ветеранами, с молодежью ведется такая вот последовательная воспитательная работа с опорой на опыт, на жизнь старшего поколения. В рамках форума действующая диалоговая площадка должна получить, мне кажется, международный статус, такой, может быть, каким-то документом государств отдельных. Это надо обращение такое делать, чтобы они были признанными, чтобы население знало и посещало не только мечеть, допустим, храм другой конфессии для молитвы, но и для общения, для воспитания доверия, взаимоуважения. И не перестаю просить в который раз установить особый международный статус священнослужителя, который мог бы беспрепятственно посещать паству не только у себя в стране, у себя это понятно, а вот в соседних странах, которые нуждаются в духовной помощи. Принятие модельного закона о Организации Объединенных Наций об особом международном статусе священнослужителя, а также рекомендация о включении соответствующих норм национальной системы законодательства стран. Я считаю обязательным совместно развивать информационное и дипломатическое служение духовенства, эффективнее доносить с помощью всех современных средств коммуникаций до верующих наши религиозные позиции. Религиозные, дорогие мои, добиться вечного и глобального мира является не только обязанностью, так сказать, нас, священнослужителей, но это в первую очередь является обязанностью глав правительств и государств. И вот здесь нашим священнослужителям нужно воздействовать на руководителей этих государств. Это священная такая наша обязанность. Это то, что, мне кажется, примет Всевышний Господь. Я верю, что
Появление на сегодняшний день религиозных лидеров и представителей национальной интеллигенции является важнейшим шагом на пути обращения к общечеловеческим ценностям, пропагандируемым всеми религиями. Я искренне благодарен вам, уважаемый председатель, и все участники за терпение, выслушивание меня, за возможность разделить, может быть, мои мысли с вами. Искренне надеюсь, что наша встреча позволит нам вместе создать содержательное и мудрое послание. Мира вам, милости Всевышнего Господа. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.